Дональд Трамп остается главным ньюсмейкером, как ни старайся говорить о чем-то другом. Все равно никуда не денешься от его комплиментов Путину, обещаний заключить мир уже вот-вот, обвинений Зеленского в развязывании войны. Давайте попробуем разобрать все, что за последнюю неделю случилось. Раз уж Дональд Трамп тут разразился такой выдающейся пресс-конференцией, где в очередной раз переизобрел картину мира. Мы сегодня в необычном месте, но все в порядке, не беспокойтесь. Пока дела обстоят так. Есть публичные декларации Дональда Трампа, по которым очень сложно отслеживать реальность. Потому что, будем честны, между моментом, когда ему в голову приходит идея, и когда он ее произносит, нет вообще никакого барьера. Слышим мы от Дональда Трампа всю эту неделю бесконечно многое. Сказать, что из этого складывается какое-то его видение возможного мира или хотя бы перемирия, нельзя. Потому что каждый день возникает новая реальность. Я просто напомню. Еще недавно российская и украинская делегации во вселенной Трампа должны были встретиться на Мюнхенской конференции по безопасности. Многое из того, что говорит Трамп, по понятным причинам беспокоит всех, кто переживает за судьбу этой войны и за Украину. В заявлениях Трампа прям много больших цитат из Russia Today. Тут ничего не попишешь. Короче говоря, в заявлениях своих Дональд Трамп – это Дональд Трамп, как он есть. Непоследовательный, громкий и скандальный. И это тот случай, когда наш опыт будет весьма не лишним. Мы с вами, в отличие от американцев, четверть века живем в политическом режиме, где слова, мысли, дела и мотивы – это 4 разных сущности, обитающие на 4 разных, никак не пересекающихся измерениях. Нам гораздо проще отличать видимое от слышимого, чем гражданам тех стран, где слова политиков имеют значение. Так что самое время применить нашу сверхспособность и попробовать увидеть за словами действия. А их пока нет никаких. Сюжет «Я сейчас закончу войну» начался ровно неделю назад. И на сегодня у нас нет вообще ничего, о чем можно было бы говорить предметно. Пока у нас есть только встреча в Эр-Рияде и какие-то заявления по ее итогам. Заявления максимально неконкретные и ни к чему не обязывающие. Заявления, в которых нельзя прочесть ни намека, будто стороны взяли на себя хоть какие-то обязательства. Все задекларировали друг другу бесконечное уважение. На этом и разошлись. И все. Чтобы ориентироваться в происходящем было проще, давайте спустя эту неделю зададим себе совершенно прикладной вопрос. Как выглядит следующий шаг? Кто и с кем должен встретиться? Где и какие запланированы переговоры? Потому что если ориентироваться на слова Трампа, то перед нами скоростной поезд, который никак нельзя остановить. И события должны цепляться друг за друга, провоцируя цепную реакцию. Но если мы зайдем к Дональду Трампу в его аккаунт Truth Social, где он рассказывает о каждом своем шаге и публикует каждую новость, хоть как-то с собой связанную, то обнаружим, никаких новостей о российско-украинской войне там нет уже сутки. Абсолютно все комментарии, ругань, комплименты, отпущенные в адрес Трампа за эту неделю, относились именно что к его заявлениям. Никаких действий, на которые можно было бы реагировать, на самом деле нет. Почему так? Чем вызвано горячее желание Дональда Трампа заполонить собой все информационное пространство? 2 обстоятельствами. Во-первых, это сознательная политика, которую декларирует его администрация. Дональд Трамп и его команда считают своим главным врагом СМИ. Те самые мейнстримные медиа, которые любят Трампа в недостаточной степени. Стратегия борьбы с ними озвучивается прямо. Нужно заспамить их новостями. Согласно концепции трамповских политтехнологов, СМИ могут одновременно следить не более чем за одной большой темой. И верный метод атаки на них – это постоянно, буквально трижды в день, причем трижды в день не фигуры речи, а заявленный медийный план. Так вот, трижды в день нужно создавать самые разные скандальные инфоповоды. Инфоповоды эти должны быть максимально не связаны между собой, чтобы медиа просто захлебнулись. Такой метод считывается в каждом действии Трампа. И в первую очередь не во внешних, а во внутриполитических. Первые 2-3 недели мы каждый день слышали о новой пачке подписанных им указов. Один был сенсационнее другого. Значительная часть этих указов заведомо была составлена так и касалась таких сегментов американской государственности, что никаких перспектив устоять в суде у них не было. Было понятно, что попытка президентским указом торпедировать 14-ю поправку американской конституции не проработает ни дня.
что указ этот остановит первый же судья, до которого успеют добежать юристы. На самом деле, если вы читаете американские юридические новости, то наверняка заметили, что примерно такая судьба постигла большинство самых скандальных указов Трампа. Они так и не начали работать, их исполнение зарублено судами. Но не имеет никакого значения, что трансгендеров никто в мужские тюрьмы переводить не будет, что указ этот с самого начала не имел шансов. Главное, что СМИ вынуждены об этом писать. Но нельзя не писать о таком вопиющем людоедстве, когда тысячи осужденных трансгендерных женщин обрекают на неминуемое изнасилование в мужской тюрьме. Такие указы самоценны. Они вынуждают медиа гнаться за Трампом, не разбирая дороги, создают ощущение того, что в Америке случился ни много ни мало государственный переворот, происходит революция по 3 раза в день. А то, что никакого отражения в реальном мире эти указы иметь не будут, детали, к делу отношения не имеющие. А помните Маска, который тут уже месяц носится с топором, разрушая американскую бюрократию? Например, с чудесным предложением к федеральным служащим уволиться и продолжить получать себе зарплату до сентября. В итоге щедрым предложением Маска, до того, как оно было признано незаконным, воспользовались около 60 тысяч из примерно 2 миллионов американских федеральных госслужащих. А как поживает наезд на Канаду? Забудем устремление сделать ее 51-м штатом. Но как там дела с тарифами? Пошлины ввели на канадский импорт в США, и ничего не произошло. Разве что масштабный скандал с самым ближайшим союзником США, который имел последствия в виде резкого подъема патриотических настроений и поддержки правящей либеральной партии Канады. Но никаких действий со стороны Соединенных Штатов на самом деле не было. В случае с российско-украинской войной мы видим ту же историю. Заявления Трампа таковы, что каждая из них не может не быть новостью. Он за неделю уже 2 раза войну закончил, со всеми обо всем договорился, Зеленского в развязывании войны объявил. Будь у нас 17 Максимов Кацев и пара сотен авторов, мы бы все равно не угнались за Трампом, у которого каждый день медийно как последний. Каждый день нужно выдать новостей больше, чем кто-то в состоянии переварить. СМИ в создаваемой Трампом реальности откровенно тонут. Настроения меняются от того, что Трамп сию секунду заключит мир, до того, что сдаст Украину, а заодно и Европу Путину на растерзание. Такие настроения имеют последствия в реальном мире. Например, вынуждают Европу действовать активнее в деле защиты Украины. Мы уже знаем о подготовке пакета военной помощи в рекордные 6 миллиардов евро, но это не последствия каких-то действий Трампа, а реакция на его заявление. Поэтому давайте не будем заражаться той же бациллой, что и несчастные американские медиа, не привыкшие жить в таком бесконечном потоке сенсационных новостей. Вернемся на землю и вспомним, что реально случилось за неделю. 1 звонок и 1 встреча на уровне министров. Больше ничего. Все остальное было призвано просто перегрузить новостную повестку. Причем не нашу, а американских СМИ, которые никуда не денутся и будут обсуждать, как Трамп обвинил жертву в агрессии. И многие из них непременно забудут, что из слов этих ничего не следует. И вот прямо когда мы уже писали этот ролик, Дональд Трамп решил лишний раз его проиллюстрировать, разразившись постом о страшном диктаторе Зеленском. Можно ли такой пост проигнорировать? Никак нельзя. О нем приходится говорить. Значит ли он что-то? Ничего не значит, кроме того, что нам пришлось остановиться на заправке и дописывать ролик. Еще момент, о котором нужно помнить, это манера Трампа в любых переговорах. Нет ничего удивительного в том, что он чередует для Путина комплименты с угрозами и наезды с откатами. По этому поводу очень хорошо высказался Михаил Ходорковский, который знает толк в сложных переговорах. Давайте посмотрим. Вы имеете дело с бандитом, и с ним надо разговаривать на том языке, на котором он понимает. Трампу это объяснять не надо. То, что он сейчас делает, и то, что делает Путин, они очень симметрично делают, это разминают друг друга перед переговорами. И было совершенно для меня понятно, что никакого оглашения переговорной позиции, реальной переговорной позиции здесь не будет, просто потому что это контрпродуктивно для той стилистики переговоров, которую
как мы видим, на сегодняшний день намечается между Трампом и Путиным. Он делает ровно то же самое. Он рассказывает, какой Трамп замечательный, как у него украли выборы. В общем, проходит по всей той повестке, которую господин Трамп считает для себя важной, где он себя считает задетым и так далее. Такой стилистики переговоров бандитской, которая нам всем не нравится, мы привыкли к другой, но это абсолютно нормально, и это ничего не значит. Да я тебя приглашу в восьмерку, да если хочешь, я тебе отдам Аляску, да если хочешь, я не знаю, вместе Гренландию возьму. Это не значит ровно ничего. Не стоит забывать, что глобальными процессами теперь управляет человек, который по жизни привык выбивать себе куски земли под строительство. Глобальными процессами взялся управлять нью-йоркский девелопер, для которого тактика наезда и отката не менее близка, чем для Путина. Таковы уж личные особенности нового американского президента. В такой сенситивной теме, как война в Украине, эмоциональные качели будут неизбежны. Но давайте помнить о нашей сверхспособности, которая отличает нас от американцев, пока еще считающих, что слова имеют значение. Не просто так мы четверть века учились отличать произошедшее от произнесенного. Этот навык в данном случае до предела полезен. Да, сказанного за эту неделю было очень много. И еще будет очень много сказано. Но будем оценивать реальность не по словам, а по действиям. За минувшую неделю ни с точки зрения войны на фронте, ни с точки зрения санкций, ни даже с точки зрения перспективы какой-то личной встречи Трампа с Путиным или с Зеленским ничего реального не случилось вовсе. Продолжим говорить об этом. До завтра.